Всем здравствуйте! С вами врач Носова Елена. И сегодня мы поговорим на тему, которая волнует достаточно многих, особенно женщин, хотя она должна волновать, по моему мнению, и мужчин. Поэтому я для вас старалась, так что слушайте, пожалуйста, внимательно. Я считаю, что, как врач, считаю, что красивое тело – это прежде всего здоровое тело. А большинство людей хочет похудеть к новому платью, к пляжу, к какому-то событию, к дню рождения, свадьбе. Вот. И то есть хотят люди похудеть, потому что они зависимы от окружающего мнения, но мне никто еще не сказал, что я хочу похудеть для себя, потому что я хочу быть здоровым. Вот. Но на самом деле это важно. То есть мы должны заботиться прежде всего о себе. И такие порывы временные, да, они на самом деле не полезны. Не полезны почему? Потому что, во-первых, это работает все временно. Если у человека есть лишний вес, я уже говорила в прошлом видео по лептинорезистентности, то лишний вес это не причина болезни, а это сама по себе уже, лишний вес это само по себе является болезнью. Вот, поэтому лечить нужно болезни. Во-вторых, вот эти качели, поправился, похудел, или, как говорила Людмила Гурченко, как баян, да, как гармошка, то растянули, то сжали. Вот, на самом деле это вредно для здоровья. Когда мы здоровы, то организму не нужны жировые запасы. Итак, сегодня поговорим о инсулинорезистентности, потому что это то состояние, которое в большинстве своем случае является причиной набора лишнего веса, ну и многих других проблем, я об этом позже расскажу. То есть сегодня я отвечу на несколько вопросов. Что такое инсулинорезистентность, какие причины, кто в группе риска, по каким внешним проявлениям можно заподозрить это нехорошее состояние, какие анализы нужно сдать, ну, в общем-то, что с этим делать, да, что поменять в образе жизни, чтобы иметь хорошие внешние, да, показатели, иметь хорошие показатели лабораторные и иметь хорошее качество жизни. И самый главный вопрос – пить или не пить лекарства. И поскольку в понятии инсулинорезистентности мы уже понимаем, что здесь главный герой инсулин, да, то я начну с физиологии. Для кого-то, может быть, мы сейчас вспомним с вами, для кого-то я расскажу, потому что это нужно понимать. Где-то эта тема сложная, то есть, но я постараюсь рассказать это более упрощенным языком, вот, но это нужно понять, потому что если мы понимаем логику этого патологического процесса, то тогда мы знаем, как это все разруливать. Итак, начнем с того, как глюкоза попадает в клетку. Все знают, что, в общем-то, что для жизни нужна энергия. И самый быстрый путь получить энергию – получить ее из углеводов. Простые углеводы уже начинают расщепляться под действием амилазы слюны еще в ротовой полости и идут сразу в кровь. Вот сложные углеводы, они попадают в наш желудочно-кишечный тракт, и уже в тонком кишечнике происходит их расщепление, и с током крови они дальше разносятся по всем клеткам нашего организма. Часть этой глюкозы будет использована здесь и сейчас как энергетический субстрат для синтеза АТФ. Остальная пойдет на хранение в мышцы и в печень в виде гликогена или жировое депо. Если рассмотреть человека, который контролирует свой вес и хочет, чтобы у него поступление пищи и расход энергии был в балансе, то где-то в процентовке происходит так, что порядка 15-18% потребляемой глюкозы поступает для питания мозга. Центральная нервная система, она не имеет возможности хранить глюкозу. А вот печень хранит глюкозу где-то порядка 15-20% в виде гликогена. Мышцы доминируют в этом процессе, и они забирают на себя 50% общей глюкозы, где-то половина которой используется на, опять же, потребности здесь и сейчас, половина хранится в виде гликогена. И лишь небольшая доля глюкозы превращается в жир, где-то порядка около 2%. Это в норме. Поэтому переедание именно углеводов, такие как сахароза, фруктоза, может привести
производству и хранению жира. Поэтому если человек думает, что он набирает вес из-за жиров, да, жирные продукты это плохо, потому что они идут в жир, на самом деле это неправильная парадигма. Жиры, они как раз идут в основном, где-то порядка 90%, они используются как строительный материал. А вот глюкоза лишняя, если переполнены уже запасы и обеспечили мы нею потребности энергетические, она идет непосредственно уже в жировую ткань. На поверхности каждой клетки располагаются специфические рецепторы к гормону инсулин. Взаимодействие гормона инсулина с рецепторами служит таким вот сигналом для клетки, которая готова проглотить глюкозу. Гормон инсулин, он вырабатывается бета-клетками поджелудочной железы. Именно он является вот тем ключиком, который как бы открывает дверь в мембране клетки. И благодаря этому глюкоза, питательные вещества поступают непосредственно в клетку. Это норма. Вот. И логично, что если мы едим больше глюкозы, больше углеводов, да, и, соответственно, больше глюкозы попадает в кровь, то тем больше в ответ образуется инсулина. Ну вот такой пример, да, если мама постоянно кричит на своего ребенка, да, ну, не раз мы это проходили, на каком-то этапе ребенок еще это внимательно слушает и старается угодить своим родителям, да, вот. Но рано или поздно ребенок привыкает к тому, что на него кричат, или сотрудник, на которого бесконечно кричит босс, он привыкает и со временем вообще это все не замечает. Таким же образом в нашем организме все точно так же происходит. Если бесконечная лишняя глюкоза постоянно раздражает рецепторы инсулиновые на клетках, то рано или поздно они точно так же не хотят воспринимать инсулин. Вот. И со временем действительно инсулиновые рецепторы потеряют чувствительность к инсулину. То есть результат этого всего какой? Инсулина в крови много, глюкозы много, а клетка голодная. То есть если считать инсулин ключом, открывающим ворота для глюкозы, то инсулинорезистентность можно считать как поломку замка клетки, то есть ключ к клетке не подходит. И, соответственно, если клетки не будут в состоянии принять циркулирующую в кровь глюкозу, то уровень ее будет в крови повышаться. И это состояние называется гипергликемия. В ответ на повышение уровня глюкозы поджелудочная железа начинает вырабатывать еще больше гормона инсулина. И это приводит со временем к тому, что содержание в крови инсулина больше физиологической нормы. Это понятие называется гиперинсулинемия. Однако бесконечно так продолжаться не может, и рано или поздно инсулинорезистентность переходит в следующее состояние – сахарный диабет. Затем, то есть сначала это сахарный диабет второго типа, то есть инсулин независимый, потому что инсулина много. Вот. А со временем, когда поджелудочная железа истощается, бета-клетки не могут вырабатывать необходимое количество инсулина, то возникает сахарный диабет первого типа, именно уже инсулин-зависимый. Но смотрите, наш Творец, вот он все продумал, да, и чтобы не было этого избытка глюкозы, в нашем организме, благодаря Творцу, есть вот такой компенсаторный механизм, что лишняя глюкоза идет в жировые запасы. То есть как в квартире, да, если то, что лишнее, мы начинаем куда-нибудь это все запихивать в куда? Ну, какую-то кладовку. Часть кладовки заполнили, со временем следующую часть кладовки заполнили, затем всю кладовку. Потом, если у нас есть гараж, мы в гараже будем это все запихивать. Вот так же и наш организм. Все точно так же устроено, то есть со временем мы видим, что уже те размеры одежды, которые у нас были, они нас не устраивают, нам приходится менять на одежду большего размера, да, вот, и ну, об этом немножко позже. Поэтому благодаря тому, что есть у нас такой защитный механизм, именно хорошую чувствительность к инсулину имеют жировые клетки, поэтому глюкоза будет откладываться
в виде жира. И самое интересное то, что в жировой ткани вырабатываются особые вещества, которые усиливают инсулинорезистентность. Вроде бы как, чтобы еще больше спасать организм. Вот. Но на самом деле это приводит к дальнейшему увеличению жировых запасов, и это, конечно же, нам не нравится. Таким образом образуется замкнутый круг, и в дальнейшем ожирение способствует развитию инсулинорезистентности, а она, в свою очередь, способствует развитию ожирению. И хочу такое внимание на этом остановить, что гиперинсулинемия – это фактор злокачественных процессов. Почему? Потому что сам инсулин, он обладает пролиферативным действием. То есть пролиферация – это усиленное деление клеток. И на самом деле уже четко доказано, что нет онкологии без инсулинорезистентности и снижения половых гормонов, хотя сама по себе инсулинорезистентность приводит к снижению половых гормонов. Вот, собственно говоря, она этим и опасна. Вот, кроме того, может быть, вы видели такие, наверняка видели и ели орешки, которые карамелизированы, да, такие засахаренные. Вот также орехи – это белок, да, вот также все белки в нашем организме, они точно так же засахариваются, гликозилируются. То есть происходит гликостарение, в частности, коллагена кожи, да, то есть кожа стареет, гликирование сосудов, потому что сосуды, они точно так же в своем, это белковые структуры. Вот, и все это приводит в дальнейшем к чему? К тому, что появляются болезни современной цивилизации, такие как ожирение, это сахарный диабет, это атеросклероз, артериальная гипертензия, онкология, аутоиммунное заболевание, и, в общем-то, точка невозврата. У каждого она своя. Поэтому в этой теме очень важно разобраться. Итак, инсулинорезистентность, она бывает на самом деле физиологическая, то есть когда это бывает? Это бывает в пубертатном возрасте, когда подросток растет. Вот. Но здесь тоже нужно внимание, должна быть профилактика, потому что если подросток мало двигается, то вот та самая гиподинамия, она ведет к лишнему весу. И дальше физиологическая инсулинорезистентность, она перейдет в патологическую инсулинорезистентность. Другая ситуация, когда подросток с лишним весом идет в зал, но в зале у него и так энергии не было, да, потому что у него латентный железодефицит. У меня есть тема железодефицит, скрытая анемия, тоже посмотрите, по каким признакам можно заподозрить, какие лабораторные анализы нужно дать, потому что на самом деле подростки с латентным железодефицитом, то есть они находятся в состоянии гипоксии, а гипоксия, она еще больше усиливает состоянием ожирения. То есть ожирение развивается активнее. И после зала, спортивного зала, естественно, у подростка энергии становится еще меньше. Гипоксия тканей нарастает, потому что, чтобы кислород захватить, для этого нужно железо. Поэтому и железо, собственно говоря, нужно также для синтеза половых гормонов. Поэтому обязательно должна быть профилактика в этом возрасте, а не ждать, что оно само пройдет. Вот. Но опять же, не должна быть диета, потому что диета еще больше ведет дефициты, особенно безжировые диеты или низкожировые диеты. Следующий этап – это беременность. Для чего? Собственно говоря, чтобы выносить плод, потому что опять же идет активное деление клеток, да, вот, ночью и во второй половине, во второй фазе менструального цикла. Вот. Но кроме того, инсулинорезистентность бывает патологическая. При сахарном диабете, при ожирении, при злоупотреблении алкоголем, никотином, при заболевании щитовидной железы, при проблемах надпочечником. Интересно также и то, что в 25% случаев инсулинорезистентность, она может быть обнаружена и у человека без лишнего веса и без диабета. Поэтому я дальше буду говорить, по каким внешним проявлениям, и лишний вес – это не обязательно признак инсулинорезистентности. Какие же причины резистентности к инсулину? Потому что очень важно знать эти причины, поскольку если мы знаем причину, то устранив причину, устраним болезнь. Первая причина, самая частая, это сахар и простые углеводы, если мы косячим. То есть кариес, которым пугают нас стоматологи, это меньшее зло. Даже если вы пьете чай без сахара, то это не означает, что вы в безопасности. А сладости, а фрукты,
Только вот, опять же, люди часто рассказывают, моему мозгу нужна глюкоза, да, нужна сладкая. На самом деле организм запросто достаст глюкозу и из любых других продуктов, которые содержат углеводы. Это и овощи, и различные крупы, макароны, и фрукты. И поэтому, причем при этом он потратит еще больше энергии, и оно, собственно говоря, только к лучшему, и будет только полезно. И большую опасность представляет концентрированная фруктоза, которая используется в качестве подсластителей для производства еды, напитков вместо сахара. Вот эти фруктовые фреши так популярные. Когда нахожусь, и, возможно, вы когда находились за рубежом, какие-то в поездках, отдыхали на море, да, в отелях, наверняка вы видели у людей бесконечно вот эти вот стаканы, во-первых, с непонятными соками, да, или люди заказывают фреши, это очень серьезная концентрация фруктозы. И причем метаболизм фруктозы такой, что лишь малая ее часть переходит в глюкозу, а в основном фруктоза без всякого инсулина прямым ходом идет, преобразуется в жир и никак не влияет при этом на ощущение сытости. Следующая причина – это многоразовое питание, то есть 5-6 раз в день. Наверное, вы сталкивались с такой парадигмой, даже диетологи советуют и в наше время, что чтобы раскачать метаболизм, да, чтобы был активный обмен веществ, нужно есть часто. Поэтому на самом деле это неправильная парадигма, потому что многоразовое питание, оно изменяет гормональный сигнал, который вмешивается в механизм, который сжигает жир в качестве топлива, вмешивается в механизм метаболизма в печени и отправляет все эти калории в жировые запасы. То есть я хочу, чтобы вы запомнили, что все, что не вода, это еда. То есть кофе с молоком – это тоже еда. Поэтому не нужно убивать свою поджелудочную железу работой нон-стоп. И тогда с вашим инсулином будет все в порядке. Следующая причина – это, в общем-то, не надо инсулинорезистентность наедать. Дефицит сна приводит к увеличению инсулина. То есть где-то достаточно человеку 5 дней, точнее, достаточно человеку в течение недели поспать 5 часов или меньше, у него уровень инсулина повышается на 30%. Также хронические стрессы, они сопровождаются высоким уровнем кортизола. Кортизол, он приводит к повышению глюкозы. То есть организм понимает, что он находится в стрессе, а если в стрессе, нужна энергия на преодоление этого стресса. Поэтому уровень глюкозы повышается, соответственно, уровень инсулина тоже повышается. Избыток этого гормона кортизола, да, гормона стресса, приводит со временем к резистентности ко многим гормонам, включая также гормон инсулин. И, как правило, при повышенном кортизоле человек тянется за комфортной пищей, то есть за простыми углеводами, легкими углеводами. Легкие углеводы, естественно, они ведут к выбросу инсулина в суперфизиологических количествах. И высокий уровень глюкозы и инсулина ведут к еще большему повышению кортизола. Кортизол при этом остается длительное время повышенным. И кортизол со временем начинает усугублять течение инсулинорезистентности даже в умеренных количествах. Я уже делала видео по кортизолу, там я подробно рассказывала, насколько этот гормон хорош и не хорош, да, тоже я советую посмотреть это видео, потому что тоже в этой теме очень важно разобраться. Так вот, инсулинорезистентная клетка голодает, и еще больше у человека возникает потребность в легких углеводах. И это как замкнутый круг. Кроме того, эта нарастающая гипергликемия, гиперинсулинемия, это все приводит к воспалению тканей, которое опять же является сигналом для выброса кортизола. И сам этот высокий кортизол, он провоцирует висцеральное ожирение. При этом висцеральное ожирение, оно чувствительно к этому гормону. И формируется еще один новый порочный круг. И со временем повышенный кортизол, который участвует в формировании инсулинорезистентности, висцерального ожирения, дизлипидемия, повышение артериального давления, это все приводит к метаболическому синдрому. Я сниму отдельное видео на тему метаболического синдрома, потому что инсулинорезистентность является одним из его симптомов. Следующая группа – это наследственно закрепленные мутации в генах. То есть в результате этих мутаций
происходит изменение белковых структур, происходят анатомические изменения, которые приводят к тому, что либо уменьшается число рецепторов к инсулину, либо они какие-то аномальные, да, то есть снижена их чувствительность генетически. Вот. Кроме того, это функциональные нарушения могут быть, либо в самом получении сигнала и передаче его к рецепторам в клетку, вот, либо это нарушение в системе транспорта глюкозы в клетку. Вот. Пятая причина связана с нарушением лептина, вот, с нарушением синтеза лептина. И я отдельно опять же сняла об этом видео, поэтому пройдите по ссылке, посмотрите. Вот, лептин – это белковый гормон, который вырабатывается жировыми клетками. Вот, и потребление продуктов, которые содержат большое количество сахара, приводит к тому, что сахар он начинает каким-то образом влиять на взаимодействие мозга с лептином, с формированием со временем лептинорезистентности. То есть мозг не чувствует этот гормон, и, соответственно, он не чувствует, что мы сыты. И поэтому появляется, есть чрезмерный аппетит, вот, мы не наедаемся той обычной едой. И если мозг резистентен к лептину, то развивается со временем также висцеральное ожирение, которое приводит к развитию инсулинорезистентности в инсулинозависимых тканях. Вот. Следующая причина – это малый подвижный образ жизни. Но дело в том, что, как я уже сказала, что лишняя глюкоза, не лишняя, да, часть глюкозы используется для энергии здесь сейчас, а часть глюкозы запасается в виде гликогена и преимущественно в мышечной ткани. Так вот, она же мышечная ткань запасает не просто так, да, чтобы было. Вот, она запасает для того, чтобы это была возможность использовать ее мышцами для мышечной работы. Да. Если мы мало двигаемся, то, соответственно, эти запасы, они не высвобождаются. И поэтому следующая порция еды, богатая углеводами, некуда распихнуть вот то количество, да, как я говорила, 50% берет на себя мышечная ткань, на энергию здесь сейчас и на запасы. Вот эти 50% на энергию здесь сейчас не нужны, потому что мы не двигаемся, а запасать некуда. И поэтому будет не 2% идти в жировую ткань, а гораздо больше. И тогда, естественно, это будет все приводить к лишнему весу и с формированием инсулинорезистентности. Следующее – это такая вот банальная причина, которую человек на это не обращает внимания. На самом деле злоупотребление никотином, это доказано экспериментально, доказано медициной. И злоупотребление алкоголем, оно приводит к тому, что также чувствительность инсулиновых рецепторов снижается. Это доказано медицинскими исследованиями. И такая причина, как антибиотики, да, тоже злоупотребление антибиотиками приводит к тому, что в наших генах есть бактериальный ген, который опять же влияет на чувствительность клеток к инсулину. Поэтому не шутите с антибиотиками. Это тоже может привести к инсулинорезистентности. Комбинированные оральные контрацептивы, их длительное использование, и особенно когда человек это делает бесконтрольно, женщина, да, использует бесконтрольно, это тоже может приводить к инсулинорезистентности. Ну вот такие все причины, да, теперь мы знаем, поэтому на часть из них мы можем уже влиять. Ну теперь займемся, в общем-то, симптомами, как проявляется инсулинорезистентность. Ну, чисто вот по жалобам, да, или не по жалобам, а по своим наблюдениям, человека, который есть это нехорошее состояние, его постоянно тянет на сладенькое. То есть каким бы ни было сытым обед, но он хочет обязательно заесть это каким-то десертом. И на перекус, если он будет выбирать между котлетой и конфетой, то вы уже догадались, он выберет, конечно же, конфету. И иногда этому человеку просто вот хочется настолько сладкого, что он готов есть сахар ложками. Следующее – это человек старается придерживаться, вроде бы как он читает, правильного питания. Он решил ходить в зал, и он ходит в зал, но ему не получается похудеть, не получается сбросить лишний вес. То есть вес, наоборот, только растет. И если он и растет, то это не за счет красивой мышечной массы, а за счет вот этих лишних сантиметров спасательных кругов вокруг талии. Это тоже является признаком инсулинорезистентности. Вы, наверное, слышали такую поговорку, что аппетит приходит во время еды. На самом деле аппетит должен уходить с едой. Поэтому если у человека, опять же, разбирается аппетит во время еды, то это тоже говорит об инсулинорезистентности.
Но теперь внешние проявления. То есть пришло время с собой познакомиться, поэтому я вам советую сейчас сделать паузу на этом видео и пойти сходить за сантиметровой лентой, потому что важно себя сейчас померить. Вот. Нужно измерить окружность живота в районе пупка, вот, и окружность бедер. И смотрите, если вы женщина и у вас окружность живота больше, чем 80 сантиметров, вот, если вы стройная женщина, но у вас коэффициент между окружностью живота и окружностью бедер больше, чем 0,7, то у вас есть уже проявление инсулинорезистентности. Если вы мужчина и ваша окружность живота больше, чем 94 сантиметра, а индекс окружность талии к окружностью бедер больше, чем единица, то вот тоже у вас есть проявление инсулинорезистентности. Если будут еще и другие признаки, о которых я буду говорить, то это уже как бы 100%. Вот, поэтому сантиметровая лента является такой вот смарт-диагностикой. И я советую это делать не только сегодня, но и периодически себя измерять, чтобы понимать, куда вы двигаетесь, в сторону здоровья или в сторону болезни. Если вы мужчина и у вас окружность живота больше 94 сантиметра, то что это означает для вас? Это означает, что повреждение капилляров и мелких сосудов, где, собственно говоря, происходят именно все обменные процессы, потому что крупные сосуды, по ним кровь транспортирует питательные вещества, а именно обменные процессы происходят в мелких сосудах. И, соответственно, мелких этих сосудов больше всего в головном мозге, в глазу и в малом тазу. Поэтому, если адекватное кровообращение и хорошие обменные процессы в капиллярах, это означает ясность и креативность вашего ума. Это значит высокое качество вашего репродуктивного здоровья. Это значит хорошая либидо и потенция. Это хорошая полноценная сексуальная жизнь. Поэтому, женщины, обратите внимание на животы своих мужчин, потому что от этого зависит и насколько здоров ваш мужчина, и насколько здорова ваша сексуальная жизнь. Потому что у мужчин к 40 годам у них слабое место – это либидо, которое связано с тем, что нарушается приток к органам малого таза. Ну, собственно говоря, если вы женщина, у которой окружность живота больше, чем 80 сантиметров, то это означает, что у вас тоже, скорее всего, инсулинорезистентность, есть гормональное нарушение, есть поликистозные яичники. Пришло время дальше знакомиться с собой. То есть рассмотрите внимательно свою кожу. Дальше будем рассматривать себя в зеркало или без зеркала, но будем на что обращать внимание. Мы будем обращать внимание на сухость, шершавость, возможно, морщинистость кожи, на пигментацию ее именно в складках, да, то есть рассматриваем шею, рассматриваем паховые складки, локти, особенно разогнутые локти, фаланги пальцев, подмышечные области, под молочными железами. И можно увидеть там именно такую пигментацию. Создается впечатление, что человек долго не мылся. Так называемый симптом грязной шеи. Если мы видим папилломки на ножке, да, вот в районе, где вы носите цепочку на шее, или под молочными железами, вот, то, или на других участках, обилие вот таких папиллом, которое, опять же, как я говорила, связано с тем, что инсулин обладает пролиферативным действием, может также указывать на инсулинорезистентность. Кератомы на коже. Причем кератомы – это доброкачественное образование, но бывает так, что под ними скрывается злокачественный процесс, поэтому будьте внимательными и обязательно сходите к дерматологу, чтобы разобраться и в дальнейшем быть спокойным. Следующим внешним проявлением являются волосики над верхней губой, жирные волосы, выпадение волос, тонкие волосы. Это все связано с акне, да, это часто бывают такие симптомы синдрома поликистозных яичников, вот, которые связывают с повышенным тестостероном, но, собственно говоря, не сам тестостерон свободный повышен, а это связано с тем, что инсулин влияет на определенные ферменты, такие как 5-альфа-редуктаза, и свободный тестостерон переходит в активный дегидротестостерон. Поэтому очень важно при склерополикистозных яичниках женщинам не снижать тестостерон, а важно решить вопрос с инсулинорезистентностью, и тогда
вы разрулите этот процесс. Поэтому эти признаки также нужно на них обращать внимание. Вот такие внешние проявления инсулинорезистентности. Что нужно делать дальше? Если вы увидели 1, 2, а тем более 3 признака, то, конечно же, нужно сдать анализы на глюкозу, натощак. Вот, но она, как правило, часто бывает в начальных стадиях, именно в референсе. Важно сдать тест на толерантность к глюкозе. Вот, опять же, это тоже может быть вроде бы как в норме, поэтому важно сдать анализ еще и на инсулин. Как натощак, так и с нагрузкой. Вот. Есть такой индекс Хома. Это определенная формула, которая важные показатели – это глюкоза в одно и то же время и уровень инсулина в одно и то же время, и деленное на 22,5. Да? То есть можно, в принципе, сдать этот анализ, а можно самому посчитать. Вот. И если говорить о том, на какие я опираюсь цифры, да, я опираюсь на цифры, чтобы глюкоза должна была не быть выше 5,5. Да, то есть в некоторых лабораториях пишут 6, 6,5, я считаю, что 5,5. Я считаю, есть такой критерий, и я считаю, что он такой и есть. Вот. Если говорить о инсулине, то там тоже разброс приличный, но я считаю, согласно с теми докторами, которые говорят о том, что 8 – это предел. То есть все, что выше, это уже гиперинсулинемия. И индекс Хома, который не должен быть выше, чем 2,7. Как я говорила, что происходит засахаривание, гликация белков, и вот гемоглобин – это гем – железо, глобин – белок. Происходит засахаривание гемоглобина. Поэтому мы сдаем анализ на гликированный гемоглобин, вот, потому что, скажем, одноразовый анализ на сахар может быть и норма, или наоборот, однократно он может быть повышен по разным причинам. Человек понервничал или что-то накануне как-то перекосячил по углеводам. Вот. А гликированный гемоглобин – это более такой объективный маркер инсулинорезистентности, метаболических каких-то нарушений, потому что он показывает, насколько вы косячили по углеводам за последние 3 месяца. Ну, соответственно, его для контроля в дальнейшем нужно издавать не раньше, чем через 3 месяца. Опять же, для меня оптимальный показатель это 5,6. Все, что выше, это уже говорит о метаболических нарушениях. Ну и такой анализ, как витамин D3, вот, потому что витамин D3, он является на самом деле прогормоном, и он дальше преобразуется в гормон, это самый главный жиросжигающий гормон, поэтому его также нужно отконтролировать. И там тоже есть самые разные референсы, то есть человек смотрит, что у него, допустим, выше 30, и он успокаивается. На самом деле оптимальный уровень витамина D3 должен быть не меньше 80, да, чтобы как бы не просто там ползти на работу, да, то есть не активно жить, а вот так для активной хорошей жизни должен быть не меньше 80. Ну, в общем-то, все. Мы как бы разобрались с собой, что есть это грозное состояние. Но я хочу сказать, что это не приговор, да, и как вы это состояние получили, так можно и развернуть в 5. Но для того, чтобы развернуть в 5, вот я хочу, чтобы вы ответили сейчас вот сами себе на 2 вопроса. Вы сами осознаете связь вашего питания с вашим настроением, с вашим самочувствием и с вашей энергичностью? И следующий вопрос. Вы или ваши родственники наверняка обращались за помощью к медикам, да, к медицинским специалистам, и при этом, возможно, не получили ответа в виде решения задач по проблемам по здоровью. И вот у меня тогда к вам вопрос. Почему век открытой информации, когда развивается диагностика, когда лабораторная диагностика, ну просто уже вот генетическое обследование, да, то есть настолько все, медицина пошла вперед, благодаря тому, что доктора изучают иностранные языки, есть возможность быть на открытых медицинских конференциях и обмениваться опытом с врачами за рубежом. Почему не происходит улучшение здоровья нации? Потому что современная медицина, она направлена на устранение симптома, а не на устранение причины. Предшествовали какие-то этапы, они были пропущены. То есть были метаболические нарушения, были системные воспалительные процессы, но они были пропущены, и поэтому современная медицина не направлена их восстанавливать. И вот я считаю, что поскольку вы вроде бы как занимаетесь спортом, вроде едите, как вам кажется, правильно, а вес не двигается, то есть на самом деле нужно разобраться, из чего состоит ваша тарелка, и срочно начинать менять свое пищевое поведение.
Или другой вариант – пить лекарства и ходить по кругу всю жизнь, по кругу болезни, теряя с каждым годом свое здоровье, приобретая все новые какие-то и новые пополнения в свой букет. Почему так? Потому что наш обмен веществ, на самом деле, это эффективная работа наших гормонов, ферментов, митохондрий, да, то есть все это из чего-то состоит, из чего-то строится. И нужно есть ровно столько и то, что нужно, чтобы закрыть свои потребности. В интернете вы найдете массу советов, но все они усредненные. А нужны оптимальные для того, чтобы, для каждого человека, собственно говоря, которые зависят от вашего роста, от образа жизни, от вашей физиологии, от генетики. И поскольку я практик, то у меня к каждому человеку есть персонализированный подход. И моя особенность и уникальность, в общем-то, как врача-нутрициолога, так и других нутрициологов в том, что мы смотрим на организм человека как на единое целое. То есть мы не решаем проблему какого-то органа, потому что метаболические нарушения, они не проходят в одном органе, какие-то воспалительные заболевания, да? Эти процессы происходят по всему организму, поэтому нужно на них и влиять. Вот поэтому каждому человеку должен быть персонализированный подход, но я расскажу общие правила в таких случаях. И начнем мы с питания. То есть питание должно быть трехразовым, без перекусов, но достаточными порциями. Почему без перекусов? Потому что любой перекус, вообще любой прием пищи, он будет провоцировать то, что будет вырабатываться инсулин. А, соответственно, никогда вы не добьетесь нормальных показателей уровня инсулина. И всегда, когда идет инсулин в кровь, всегда останавливается процесс сжигания жиров. Поэтому между приемами пищи можно пить воду, можно пить травяные чаи, натуральный кофе, но, как я уже говорила, без молока. Самое важное, что нужно понять, что всякий раз, когда растет уровень инсулина, сжигание жиров, оно останавливается. И после еды необходимо примерно 3 часа, чтобы уровень инсулина вернулся к исходному уровню. Даже если вы просто съели небольшую какую-то закуску или выпили капучино без сахара. То есть снижение выработки инсулина достигается только уменьшением количества приемов пищи в день. Поэтому важно есть досыта, да, чтобы нормально и со здоровым аппетитом, а не с волчьим голодом дождаться следующего приема пищи. И полезное интервальное голодание. Есть у меня отдельное видео по интервальному голоданию, пройдите по ссылке, посмотрите. Второе. Переходите на высокожировое и низкоуглеводное питание. Побольше правильных жиров, растительных, да, там льняное масло, авокадо, орехи и правильные животные жиры. То есть это жирная рыба, это сало. Почему, если так вот не заглянуть в историю, не заглянем, но, скажем, в книгах мы в любом случае можем прочитать, что питание древних людей, оно четко отличалось от современных людей. В чем? Соотношение было другое. То есть тогда было 5% углеводов, да, и причем это, как правило, были сезонные фрукты. 20% это были белки, и 70% это были жиры. То есть сейчас точности наоборот. 5% жиров, 20% белков и 75% углеводов. И такая подмена на самом деле произошла за последние столетия, потому что это было кому-то выгодно. То есть пищевые магнаты, они лоббировали свои выгоды и договаривались, диктовали свои условия и требования в системе здравоохранения. И пищевая индустрия стала меняться. То есть стали появляться всевозможные растительные жиры, маргарин, спреды, вот эти так называемые трансизомеры жирных кислот, об этом у меня тоже есть отдельное видео. И важно уметь читать этикетки и не употреблять трансизомеры жирных кислот. Много углеводов, да, современная пирамида питания, где мы видим, что в основании находится хлеб, каши, а белки и жиры находятся в верхушке пирамиды. Эта подмена привела к тому, что мы имеем большое количество сейчас и рост болезней современной цивилизации. Потому как жир при попадании в организм, он не дает инсулинового отклика. Поэтому не бойтесь жиров, наоборот, выбирайте правильные жиры, и правильными жирами мы и насыщаемся достаточно, и чувство этого насыщения долго. И не нужно бояться, что вы как-то себе сорвете поджелудочную
То есть этого не бойтесь, вам не нужно переедать, вам нужно есть достаточное количество жиров. То есть речь идет не о переедании, хотя бы выйти на то, которое необходимо нашему организму. Если говорить о молочке, да, сейчас все ее ругают, ну, я скажу так, вот, если нет каких-то особых противопоказаний, то, по крайней мере, не ешьте молочные продукты с углеводами, ну, например, творог с медом или с вареньем, с фруктами, потому что есть такое понятие гликемический индекс, а есть понятие инсулиномический индекс. Так вот, тем самым, что если вы будете смешивать молочные продукты с углеводами, вы увеличите этот индекс, и это будет нехорошо, особенно при инсулинорезистентности. И старайтесь не есть молочку после 5-6 часов. Ну, собственно говоря, как вообще старайтесь, наверное, не злоупотреблять едой перед тем, как ложиться спать. Следующее, это важно, да, исключаем простые углеводы. Вот просто вообще исключаем. Вот, кроме фруктов, ягод, которые имеют низкий гликемический индекс. Поэтому заходим в Google, набираем гликемический индекс продуктов, открываем таблицы и выбираем, да, из этих таблиц колонку с низким и средним гликемическим индексом. Вот эти продукты питания можно есть. Высокий гликемический индекс откажитесь, иначе вы никогда не уйдете с дороги метаболических нарушений. Завтрак должен быть белково-жировой. Иногда у меня спрашивают, вот, ну а что можно? Творог, яйца, орехи, бобовые. То есть есть варианты, как завтракать. Не обязательно есть овсянку, сыр, потому что это тоже дорога в никуда. Вот, не покупайте продукты, на которых вы видите, где написано на этикетках диетические, пониженной калорийности, обезжиренные, потому что, как я уже говорила, жиры нам нужны. Это, во-первых, а во-вторых, такая информация говорит о том, что на самом деле там натуральные жиры были заменены на углеводы. И опять же, обращайте внимание на трансизомеры жирных кислот, чтобы не было у вас на столе продуктов с этими веществами. Также внимательно изучайте этикетки на предмет заменителей сахара, потому что они также резко повышают гликемический индекс и инсулиновый индекс. Вот. Важно обращать внимание не только на гликемический индекс, но и на гликемическую нагрузку. То есть можно съесть, скажем, 100 грамм продукта и иметь 1 гликемический индекс, а можно съесть 200 грамм, соответственно, в 2 раза увеличить гликемическую нагрузку. Кроме того, стараться есть овощи и преимущество не крахмальные, да, то есть крахмальные овощи мы со своего стола убираем. Полезно есть ферментированные овощи. Важно пить воду в количестве 30 мл на килограмм веса. Вот отдельно у меня также есть видео по воде. Стараемся есть побольше клетчатки, как я уже сказала, вот, и принимать дополнительные нутрицептики. Очень полезно омега-3, потому что она будет делать ваши мембраны эластичными. Только важно выбирать правильную омегу-3, важно пить антиоксиданты, потому как я говорила, что при инсулинорезистентности происходят процессы системного воспаления. Вот, важно принимать правильные клетчаточные продукты. Вот, 5-гидрокситриптофан, то, что является предшественником серотонина, для того, чтобы иметь хорошее настроение и вас не тянуло на легкие углеводы. Альфа-липоевая кислота полезна, потому что она также будет участвовать в стабилизации сахара в крови. И, кроме того, полезны минералы. Здесь я немножко остановлюсь подробнее, какие минералы нам полезны. Ну, во-первых, синтез инсулина – это энергозависимый процесс, поэтому нам важен и нужен магний, достаточно его количества. Вот, для созревания инсулина нужен цинк. Процесс прохождения инсулина через инсулиновые рецепторы хромзависимый, поэтому хром нужен для активации инсулиновых рецепторов, и он нужен для запаса гликогена. Чтобы вытолкнуть инсулин из клетки, в поджелудочной железе нужен кальций и нужен витамин D3. Тем более, что, как я говорила, он жиросжигающий. И я уже видела не раз такие результаты, когда человек употреблял хороший качественный витамин D3 в хорошей дозировке, и при этом у него уходил висцеральный жир. Вот, поэтому не спешите принимать метформин, вот, который любят назначать эндокринологи. Попробуйте сначала вот естественные методы. Начать прием лекарств вы всегда успеете. Вот. И очень важно высыпаться и контролировать свой стресс.
И помните, цель современного человека не красивая фигура, а ресурсное тело, яркие эмоции и качество жизни. Гормональный фон должен быть полноценным, психологическое здоровье должно быть адекватное, а красивое тело – это как следствие здоровья. Поэтому я вам всем желаю здоровья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, вы будете в курсе моих следующих видео. Я хочу записать для вас по метаболическому синдрому, который является знак равно преддиабет. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях. Если вам нужна консультация, обращайтесь. Всего хорошего, будьте энергичны и здоровы.